Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наше видео будет посвящено такой животрепещущей проблеме с началом лета. Это как прогрев квартиры. У кого южная сторона или юго-западная столкнулись с такой ситуацией наверняка, что квартира нагревается, а шторы, как, например, у нас блэкаут, вроде бы спасают от света, от жары, но сами греют, как приличная печка. Температура, соответственно, поднимается очень высоко. Вот в данном случае, хотя сейчас уже вечер, температура дома более 25-26 градусов, что довольно серьезно. Конечно, есть разные варианты. Например, вот в данном случае у нас установлены опускные жалюзи, как вы видите. Вот так они выглядят. Спасти они могут, конечно, от солнца, но яркий свет все равно проходит в комнату, соответственно, температура не падает. Решили мы сегодня остановиться на таком способе защиты от повышения температуры в квартире, как светозащитная отражающая пленка. И есть другие варианты, это мы рассмотрим в следующем видео. Будет еще у нас посвященная этой теме серия. Сегодня остановимся вот на таких солнцезащитных пленках шторка. Они разные есть ценовой категории, от самых дешевых до самых дорогих. Мы, естественно, как пропагандируем на нашем канале и вообще в жизни, останавливаемся на более дешевом варианте и хотим сравнить, как они будут спасать от жары. Были приобретены вот такие солнцезащитные пленки шторы в одном из сетевых супермаркетов, в данном случае Лента. Ни в коей мере не реклама магазина, просто констатация факта. Стоимость одного рулона, который, как мы видим, имеет ширину 0,6 метра, а длину 3 метра. Это, в принципе, достаточно для наклейки, в принципе, двух половинок одного стандартного окна. Стоимость одной шторки где-то в районе 100 рублей с копейками. Не буду. Не вспомню, какая была сумма, но не суть важно. Как мы видим, имеет эта шторка два способа монтажа. Остановимся еще на втором. Это просто приклейка с помощью скотча или кнопок на окно. Из практики могу сказать, способ не очень хороший. Пленка мнется, светопропускная способность вроде бы падает, но изображение в окне практически не видно. Мне не понравилось и вам не советую. Поэтому считаем, что у нас с первым способом. Как видим, по первому способу надо на чистое оконное стекло нанести воду и раскатать внутренней стороной. Внутренняя, так понимаю, сторона, это имеется в виду, которая у нас внутри. То есть скручена она, и нанести на окно. Из практики могу сказать, что сталкивался я, опять же, не только со шторками, да и просто какую-нибудь тонировочную пленку наносить. Обычно носится на влажный мыльный раствор. Здесь, как мы видим, указывается чистая вода. Сделаем мы небольшой эксперимент. Кроме эксперимента с самой пленкой, что она из себя покажет, на одно окно нанесем стандартно с мыльным раствором, а на вторую половинку нанесем на чистую воду, как написано в инструкции. И посмотрим, как они вообще будут, скажем так, жить, как потом будут отклеиваться, потому что, понятно, на зиму мы оставлять ее не будем. И надо будет снимать. И посмотрим, как они вообще актуальны, не актуальны. Может быть, вода это тоже, в принципе, хороший действенный способ. Так, приступим к нанесению пленки. Как мы видим, кроме воды, тут здесь все прописано. Нужно будет обрезать по краям, выровнять либо тряпочкой, либо чем-нибудь подручными средствами. Я использую обычно вот такой вот валик прорезиненный. Остался он с ремонта для раскатки обоев. Он, в принципе, должен хорошо помочь нам раскатать пузырьки воздуха к краям. Для контроля имеем еще вот такую обычную тряпочку, неважно какую, абсолютно. Лучше, конечно, хлопчатобумажную. И подготовлен, соответственно, у нас мыльный раствор с губочкой и пульверизатор для нанесения воды. Приступим. Начнем, наверное, сначала с мыльного раствора, с этой части.
Будем производить наклеивание. Так, сначала берем одну нашу пленку. Вытаскиваем ее с нашего доблестного упаковочного пакетика и наносим мыльный раствор. Как мы сказали, эту половинку мы будем наносить на мыльный раствор по всей поверхности окна. Главное, чтобы не было пустых мест. То, что вода капает, течет, это ничего роли не играет. Она потом, будь то вода, будь то мыльный раствор, она высохнет под воздействием солнца, тепла. Так что не переживайте. Можете даже помыть окно. Нет, забыл вам сказать одну важную вещь. Лучше перед нанесением пленки окно все-таки вымыть. Потому что как только вы нам будете наносить мыльный раствор, либо воду, вся грязь, ваша грязь размажется и будет такие ляпы, что сами будете недовольны своей работой. Так, нанесли мы мыльный раствор. Теперь будем наносить пленку. Так, отрезать мы будем вот таким канцелярским скальпелем. Очень удобная вещь. Кому надо, ссылку могу поместить внизу. Покупалась с Алиэкспрессом. Очень много ужасно выручал. Так, ну как и говорили, наносим внутренней стороной. Раскатываем пленочку. Одна сторона у нас, в принципе, ровная. Поэтому, чтобы не резать обе, выровняем по одной стороне. И по верхней. У нас не стоит задача сделать окно премиум класса. Понятно, что пленка другого уровня нужна и другого качества. Так, ну как видим сразу уже при наклейке этой пленки, что светопропускная способность упала. Допускаю, что это из-за того, что пленка дешевая. Может быть, пленки хамелеон не так дают потерю пропускной способности. То есть, соответственно, можете ожидать от того, что в вашей комнате будет более темно в летнее время года. Так, выравниваем по нашему одному краю, так как у нас край контрольный, по нему нам надо выровнять. Так, не боимся руками подглаживать, с пленкой ничего не будет. Сейчас нам надо будет обрезать второй край. Так, вот мы выровняли. Так, выровняли, отрезаем наш второй край. Берем и прямо не боимся, режем скальпелем. Аккуратненько. Главное, первый надрез сделать, чтобы она потом пошла рваться. И просто проводим, не сильно нажимая на резиновые вставочки. Она не прорежется, не переживайте. Может, у кого есть острый скальпель медицинский, может, острой бритвочкой. Резинку она не прорежет, а пленка режется хорошо. По крайней мере, если у вас острый скальпель. В любой момент потом можно будет подровнять, так что это не существенно. Так, это мы отрезали боковинку, а теперь режем низ. Так. Убираем остатки. Легко снимается. Здесь немножко не дорезали. Так, мы сейчас срежем. Не боялся я сильно давить. А может, просто рука дрогнула. Мы сейчас снимем этот кусок. И так. Мы сейчас снизу пойдем, там будет легче. Так, вот мы обратили внимание, что если мы неплохо прорезаем, то пленка у нас будет плохо сниматься. Лучше чуть-чуть посильнее давить. Перестрахуемся от того, что она будет рваться. Так, убираем лишнюю пленку. Она не пригодится. И приступаем к разглаживанию. Так, во-первых, смотрим, что у нас получилось по краям. Нигде у нас нет вроде мест пропущенных. Начинаем заниматься основной
Проблема — это раскатывание пленки по площади. Для этого вот нужен валик. Принцип действия: когда у нас пузыри появляются, нужно разогнать их от центра к краям. При этом, если появляются места длинные, протяженные, вот как такие палочки, их нужно сначала аккуратненько руками растянуть и потом растянуть валиком. Потому что если будем их закатывать, и будет то тряпочка или будет то валик, могут появиться у нас не очень красивые места, которые потом тяжело будет убрать. Ну, вот, кстати, вот заметили, что мы тут плохо видим, помыли стекло. Может, попала какая-то пыль. Ну, это, как говорится, уже издержки производства. Не наклейки. Ну, наклейки, конечно. Но издержки производства производителя этой наклейки, то бишь меня. Прошу меня за это простить. И аккуратно, аккуратно, аккуратно выводим воздух к концу. Не боимся, что у нас по краям много жидкости скапливается. Это будем убирать вот таким способом. Покажу сейчас. То есть край лучше всего делать тряпочкой. Потому что тряпочка одновременно впитывает и воду, убирает лишнюю влагу. И лучше пристает. Теперь нам нужно выровнять вверх. Так. Так, и дальше берем середину и края. Также выгоняем пузырьки воздуха. Те пузырьки воздуха, которые у нас остаются по центру, не пытайтесь разровнять пальцами, либо там прокалывать иголочками. Небольшие пузырьки могут сами высохнуть с течением времени. Но лучше, конечно, их будет выгнать валиком. Есть, конечно, способ, когда специальным скребком, который для мойки окон делается, ну или автомобилисты знают, для потепления окон, но я не рекомендовал бы его делать, так как все-таки резина там вы тянете по пленке и можно поцарапать ее. А валик, он работает, не трет, а просто прижимает от нагрузки, которую вы к нему прикладываете. Не боимся за все эти пузыри, это все уйдет у нас. Кстати, вот можем заметить, что качество пленки, конечно, из-за того, что дешевенькая, оставляет желать лучшего. Ну а что мы хотели? Мы изначально понимали, что слишком дешевое редко бывает хорошим. Можем, конечно, минимизировать или смириться с этим. Ну, если, естественно, вы не ограничены в средствах, я думаю, вы не будете заниматься такими вещами. Просто закажите либо изначально стекло с напылением, либо, возможно, сделать эту пленку профессионально. Но это совершенно другой уровень. Не просто денег на материал, а даже денег на нанесение. Так, продолжаем разравнивать. Видим, что чем ниже мы подбираемся к окну, тем больше у нас скапливается продольных пузырьков. Оно и понятно, потому что все-таки мы выравнивали поверху, а низ у нас оставался на последнем месте. Но, естественно, выравнивать снизу мы не можем, потому что вода по законам физики стекает вниз. Если мы выровняли вверх, то, соответственно, у нас бы вообще ничего не получилось. Поэтому, соответственно, наша задача, прикладываем усилия к валику, выгонять все пузырьки по краям. Продольный, как я уже сказал, вдоль длинной стороны. Сильно не давите на валик, потому что если давить очень сильно, то так как у нас
поверхность была покрыта мыльным раствором, пленка может сдвинуться. Что, соответственно, потом приведет к тому, что он будет надо заново выравнивать. Аккуратно, по чуть-чуть, гоним к краю. Так, низ сейчас выровняем ручками. Так, попроще. Не сильно тянем, потому что иначе пленка может подняться гораздо выше нашего места, где мы нанесли. И таким вот способом, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, сильно валиком к краям не прижимайте, потому что валик все равно не захватит край, так как он имеет цилиндрическую форму. Там всегда будет оставаться место. В этом месте мы все сделаем тряпочкой. Так, вот примерно основная наша площадь выполнена. Сейчас будем заниматься выравниванием краев. Так как мы уже вверх примерно прошлись, пузырьков там не так много. По чуть-чуть, аккуратно гоним их к краю. Вверх вот тоже, соответственно, прошли. Тряпка в этом плане помогает, если хоть что-то важное, она впитывает хорошо воду. Лишнее она не будет стекать по всей длине окна вниз. Нам, в принципе, этого и не надо. Так вот, аккуратненько. Сильно не давим на тряпку, потому что можем пленочку сместить. Так, если видим, что там осталось много мыльной воды, ну то есть мы не сильно давили валиком, аккуратно, чтобы не тянуть пленку по всей площади, надавливаем на валик, проводим медленно к краю и, соответственно, выгоняем лишнюю мыльную воду. Вот здесь мы заметили, что мы тут больше оставили. Сейчас лишнее надо будет срезать. Хотя, в принципе, не мешает. Ладно, это срезать лучше не когда мокрое, совет, а когда уже высохла вода и пленка наша лучше приклеится к стеклу. Иначе, если будем срезать, она просто потянет за собой нашу пленку до самого низа. Соответственно, пойдут лишние пузырьки. Так вот аккуратно краешком. Прямо тряпочкой гоним воду сверху вниз. При этом не сильно нажимаю, чтобы пленка у нас не поехала. Как мы видим сейчас через пленку, не знаю, дорогие друзья, заметно вам или нет, пока у нас вода еще не высохла полностью, через пленку вид будет все-таки расплывчатый. Поэтому не расстраивайтесь, это издержки производства. Когда пленка высохнет, когда будем тестировать, я вам покажу, как это будет выглядеть уже, когда вода высохнет. Как вид с пленки будет смотреться на улицу. Но как уже замечаем, да, что у нас окно потемнело. Как я уже говорил в начале, что освещение комнаты будет меньше, чем если бы это окно было без ничего. Но и понятно, светопропускная способность стандартного стекла практически там 90
8-99%. Так. Так, ну вот, край у нас почти готов. Надо испалиться и будет вообще идеально. Приступим к следующему краю. Левому от нас. Выгоняем основную воду сначала. Ну, одновременно вода не только стекает, но и впитывается нашей хлопчатобумажной тряпочкой. Так, теперь проходим финишную. Так, смотрим, что у нас сверху. Место у нас есть. Гоняем. Ну, как я уже дал, конечно, много зависит от качества пленки. Это пленка самого низкого ценового диапазона, соответственно, качество у ней соответствующее. Тем более, как мы читали, написано внутренней зеркальной стороной. Я посмотрел, стороны абсолютно одинаковые. Что внутреннее, что наружное. Не знаю, есть ли какая-то особенность прилипания. Вот и посмотрим после нашего эксперимента уже. Когда она постоит, подсохнет, погреется, как она будет себя вести с течением времени. Выровняли эту сторону, теперь осталось выровнять низ. В принципе, снизу гораздо все проще. Длина нижней стороны маленькая, истекает вода не по краю пленки, как с муковиной было, где приходится постоянно ее гнать. Она просто стекает сразу на штапик. Соответственно, выровнять ее легче. Хотя, конечно, это все зависит от того, какая пленка и чем вы выравниваете. Ну, лучше, как я уже сказал, хлопчатобумажной тряпочкой финишно выравнивать. Хотя, может, кто придумывает какой-нибудь другой подручный инструмент, можете написать, чем получилось сделать у вас. Так. Ну, вот, видим такой наш результат нашего нанесения пленки. Это мы сделали с мыльным раствором. Сейчас сделаем с водой. Ну, попрыскаем обычным пульверизатором на стекло. Так, по такому же способу нанесем воду. Ну, как мы это видим, я уже показал. Конечно, ну здесь, наверное, с камеры незаметно. Ну, видим даже отображение. То, что зеркальная пленка, она зеркальная с той стороны, даже видно наше изображение. Но она немножко мутновата. Ну, как я уже сказал, высохнет, будет видно лучше. Сейчас нанесем эту сторону и покажу вам результат. Ну вот, мы нанесли на вторую половинку пленочку с водой. В принципе, посмотрим, как она постоит.
Нанесение такое абсолютно, как и с мылом. С мыльным раствором. Посмотрим только, как будет держаться она с водой. Ну, теперь посмотрим с течением времени. Как раз у нас обещают вроде бы неделю хорошей жары. Как себя пленка почувствует, будет себя проявит. И как будет комфорт в этой комнате. Это кухня у нас, поэтому здесь, в принципе, всегда было жарко. Ну, до связи через какое-то время. Прошло определенное время, можно делать выводы по использованию пленки. Первое, что можно сказать? Да, в комнате стало прохладнее, нагрев комнаты уменьшился от солнца, но также уменьшился и световой поток. То есть в комнате заметно темнее стало. Сейчас день, солнце не очень яркое, но солнце. На улице нет тучек, облаков. В комнате полумрак. Если вы любите свет, то вам, конечно, придется включать освещение. Если вы любите полумрак, конечно, это все равно, но если вы любите свет, включайте освещение. Ну и, естественно, конечно, это будет переплата за электричество. Второе, это что касается эстетического вида этой пленки. Видимо, от того, что она дешевая, с течением времени, от выгорания на солнышке, от рук, остаются следы на пленочке. Вот, можно, если посмотреть поближе, эти места заметны. То есть качество покрытия пленки не очень хорошее. И если вы любите, чтобы было красиво, предпочитаете эстетику, то я бы не рекомендовал пленку эту в комнатах. Если вы собираетесь клеить где-нибудь на балконе или в каком-нибудь помещении, где вам все равно, как это выглядит, и освещенность не волнует, то можно наклеить ее. Держится она довольно хорошо, не отклеивается. Единственное, как помните, мы наклеивали эту часть на мыльный раствор, эту на воду. Так вот, там, где наклеена на воде, она стала отходить. И, боюсь, в течение времени отойдет полностью. Сейчас здесь, конечно, мало видно, но вот при свете есть места, где она отошла. Вот. То есть в течение времени пленка отклеится. Так что лучше клеить на мыльный раствор по тому способу, который я показывал. Вот такие выводы на сегодняшнего видео. Всем до свидания, до новых встреч.